Всем привет! В этом видео я буду делать защитную баллистическую маску. Шаблон сделал без принтера, просто приложил лист к монитору и обвел маску по контуру. Размер маски сделал под свою голову, измерил свое лицо от подбородка до линии волос и добавил к этому размеру 2 см. Для начала нужно сделать слепок маски. Пластилина у меня не так много, и сердцевину слепка я сделаю из пеноплекса. Склеил 3 части пеноплекса горячим клеем. Обязательно сделал подложку, чтобы не пачкать стол и маска не приклеилась к нему. Еще раз сверился шаблоном и немного убрал подбородок. Размягчил пластилин в теплой воде и начал создавать слепок маски. Важно на этом этапе свериться с шаблоном, так как пластилин быстро остывает и становится твердым, но его можно всегда разогреть феном. Основная часть слепка готова, и остались глаза. Нашел середину шаблона и середину слепка с помощью прокола. Обвел глаза на слепке через шаблон. Убрал пластилин с глаз, заступив за край 2-3 мм. Поправка на толщину маски. Модель готова. Обернул ее пищевой пленкой и начал обклеивать бумажными полотенцами. Сделал примерно 6 слоев и подумал, было бы прикольно сделать по материалам хоть немного похожую на оригинал маску, которая сделана из композитных материалов. Съездил в магазин, купил эпоксидной смолы. Также нужны перчатки, чтобы эта липкая дрянь не касалась рук. Ну а стеклоткань у меня была в запасе. В оригинале вместо стеклоткани используют кевлар или его производные. Смешал 2 компонента эпоксидной смолы. Хорошо перемешав, начал пропитывать бумагу. Далее пропитал кусочки стеклоткани смолой и приклеил их к бумаге. Важно при этом выгонять все пузырьки воздуха из-под ткани. Для этой процедуры есть специальный валик. Такого у меня не нашлось. Выгонял пузырьки кистью, а которые остались в конечном итоге, вскрыл и положил туда автошпаклевку. Феном нагрел маску, чтобы эпоксидка стала жидкой и лучше пропитала стеклоткань. Сушил маску под инфракрасной лампой, и все равно она сохла сутки. После того, как композит высох, пора снимать маску, но для начала нужно убрать лишнюю смолу. У меня, как вы видите, маску снять не удалось, и пришлось отклеивать всю маску от подложки. Оказалось, что эпоксидка затекла под модель, и маска не снималась. Убрал смолу и снова приклеил модель к подложке. Убрал композит с отверстий для глаз, и маска легко снялась. В месте, где был направленный пучок от инфракрасной лампы, эпоксидка пропитала бумагу насквозь. Гравером убрал лишнюю смолу с глазниц, после гравера остались неровные края, исправлю это шпаклевкой. До этого момента нужно зачистить маску, убрать с нее глянец и острые края ткани. Шпаклевать буду двухкомпонентной шпаклевкой, при ее нанесении нужна хорошая вентиляция.
После высыхания прошелся наждачной бумагой вместе с бруском. Затем нанес проявочный слой черным грунтом и снова зачистил наждачкой. Так проявляются каверные впадины на шпаклюемой поверхности. После проявки повторил процедуру шпаклевания. На второй раз получилось уже лучше. А после третьего вывел в идеал. Снял маску с формы, выровнял отверстие для глаз и сделал ободок, такой же шпаклевкой. Крепление для головы будет сделано из металлической полосы и полуколец. Всего будет 6 точек крепления. На маске они будут держаться с помощью заклепок. Стержень срезал сам, иначе клепка пройдет сквозь маску и не будет держать крепление для ленты. Красил маску акриловой краской. После ее высыхания нанес на лицевую часть слой матовой краски из баллончика. Когда вся краска высохла, взял широкую резинку и с помощью клея закрепил ее на полукольцах. Буду благодарен, если вы поделитесь данным видео в тематических группах. А пока всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем спасибо, что были со мной. Увидимся в новом году в новых видео.